В этой передаче был сделан обширный репортаж о последствиях изменения климата. Они сказали, что это невозможно. Кто в здравом уме отправит тысячи любящих воду бобров в один из самых засушливых регионов Америки? И тем не менее, это именно то, что сделала команда экологов. Бобр может повалить тополь всего за несколько часов, а за год сотни деревьев. Бобр прогрызает не весь ствол, а ровно столько, чтобы дерево стало неустойчивым. Затем он отступает и позволяет ветру доделать остальное. Это не было трюком. Это была последняя попытка обратить вспять десятилетия ухудшения состояния окружающей среды. Земля покрылась трещинами, реки исчезли, и целые экосистемы разрушались. Каков был план? Пусть величайшие инженеры природы попытаются исправить это. Поначалу даже ученые сомневались. Но затем что-то произошло. Пустыня начала медленно, но поразительно меняться. Эксперты, которые следили за этим смелым восстановлением окружающей среды, были в полном шоке. Как бобры смогли возродить жизнь в умирающей пустыне? Давайте выясним, почему тысячи бобров? Когда в начале 2020-х годов юго-западному региону Соединенных Штатов угрожало опустынивание, ученые, экологи и местные сообщества столкнулись с острым вопросом. Как вы возвращаете воду на сушу, где она отказывается оставаться? Ответ, как ни удивительно это звучит, пришел в виде тысяч бобров. Это радикальная инициатива по восстановлению началась после того, как консорциум экологов и экспертов по управлению водными ресурсами изучил традиционные методы сбора дождевой воды, восстановления лесов и выравнивания грунта, но обнаружил, что они являются медленными и дорогостоящими. Тогда и возникла идея, что если бы у первозданных инженеров природы был шанс? Бобры с их инстинктивной способностью строить плотины могли бы стать ключом к восстановлению водных ресурсов пустыни и уровня грунтовых вод. В период с 2022 по 2023 год тысячи бобров были тщательно переселены с перенаселенных водоразделов в северных штатах в тщательно отобранные сухие речные коридоры на юго-западе Америки. Места были выбраны из-за их потенциальной пригодности для сохранения места обитания бобров, даже временных, из-за близости к непостоянным источникам воды и растительности, такой как тополя и ивы. За каждым выпуском наблюдали биологи, которые помечали животных и наблюдали за ними. Экологи не проводили беспрецедентных экспериментов. Бобрами издавна восхищались за их репутацию инженеров экосистем. Их плотины создают пруды, водохранилища и водно-болотные угодья. Во влажном климате эти добавки помогают регулировать циклы паводков и улучшать качество воды. Но в засушливых регионах проблема была серьезной. Смогут ли они добиться успеха в условиях острой нехватки воды? Первоначально эксперты отнеслись к этому скептически. Один гидролог отметил, что у нас даже полгода нет полноводных рек. Как, по-вашему, бобры могут строить здесь плотины? Биолог, изучающий дикую природу, предупредил о непредвиденных последствиях. Рискуем ли мы нанести вред экосистемам, которые пытаемся спасти, если бобры зайдут слишком далеко или недостаточно далеко? Команда исследователей ответила вдумчиво. Они не выгоняли всех животных сразу. Они начали с экспериментальных стай из нескольких десятков бобров в нескольких местах. План состоял в том, чтобы понаблюдать за поведением, успешностью размножения, восстановлением растительности и способностью поддерживать уровень воды в этих разрушенных реках. Первые результаты были интригующими. Даже скептики были вынуждены признать, что что-то происходит. В течение нескольких недель начали появляться небольшие пруды-бобры. Вместо того, чтобы бороться, инстинктивно строили сторожки, обгладывали близлежащие тополя и закупоривали каналы. В каждом пруду вода оставалась дольше, чем ожидалось, даже в разгар лета.
Уровень влажности почвы повысился, и по берегам постепенно начали расти кустарники. Одно это уже шокировало многих. Заголовки говорили о массовом вмешательстве, но настоящим сюрпризом стало то, что первые десятки превратились в сотни. Когда детеныши из первых семей начали расходиться, биологи поняли, что популяция может быть самодостаточной. Это были не животные из зоопарка, за которыми постоянно наблюдали. Это были дикие бобры, приспосабливающиеся к системе, которая, по мнению большинства, потерпела неудачу. То, что начиналось как эксперимент, к середине 2023 года превратилось в полномасштабную работу. Теперь, когда в высохших руслах появились сотни прудов, исследователи почувствовали уверенность. Пустыня преобразилась. Результат был очевиден сразу. Когда в начале 2023 года в пустынных ландшафтах юго-запада Америки начали появляться первые стада бобров, скептики приготовились к неудаче. Но всего через несколько недель, гораздо раньше, чем кто-либо ожидал, начались изменения. Крошечные деревянные плотины начали появляться в сухих местах и на прерывистых ручьях, создавая неглубокие бассейны там, где раньше их не было. Это первоначальное строительство плотины во многом стало моментом, который превратил скептицизм в удивление. Биологи, наблюдающие за горячими точками биоразнообразия, были первыми, кто обратил на это внимание. В прудах было намного больше воды, чем во время сезонных дождей, даже в летнюю жару. Тонкие струйки ручьев за считанные дни превратились в широкие неглубокие бассейны. Эти пруды задерживали осадочные породы, охлаждали землю под ними и распространяли влагу в районы, которые были пересушены в течение многих лет. «Я ожидала каких-то признаков», — говорит доктор Элиза Морено, гидролог, участвовавшая в проекте. «Но я не ожидала, что это произойдет так быстро. Через 3 недели я увидела рябь, на восстановление которой обычно уходит 9 месяцев или более». Бобры не просто строили, они изменяли форму целых водоразделов. Вскоре к разговору присоединились местные лесничие и натуралисты. Один из управляющих земельными участками поделился фотографиями, на которых сравнивались снимки, сделанные до и после публикации. То, что раньше было руслами высохших ручьев, теперь было усеяно прудами, отражающими небесно-голубой цвет в лучах солнца пустыни. Это было нереально, говорит он. Однажды здесь был песок, обработанный термической обработкой. Затем поверхность воды растянулась на несколько метров. И это было не одно место, а десятки по всему региону. Случайные посетители, туристы, завсегдатаи парков, владельцы ранчо тоже начали делиться историями. Кто-то обнаружил небольшое строение рядом с бассейном, где всего месяц назад не было ничего, кроме растрескавшейся земли. Местный фермер пришел в восторг. Уровень воды в его колодце поднялся на целый фут, вероятно, из-за пополнения запасов грунтовых вод в близлежащих прудах. Чтобы понять масштабы изменений, исследователи использовали дистанционные датчики и геологические изыскания. Датчики влажности показали, что за первые 3 месяца содержание влаги в почве вблизи плотин увеличилось на 20-30%. Станции мониторинга микроклимата зафиксировали незначительное снижение дневной температуры из-за увеличения испарения и затенения, достаточного для того, чтобы помочь прорасти хрупким растениям пустыни. Мы наблюдали, как ростки тополей появлялись там, где они годами бездействовали, говорит ботаник доктор Сара Ким. Без искусственного орошения просто природа реагировала на воду. Для тех, кто изучает экосистемы пустынь, внезапное появление воды было только началом. Пруды стали средоточием экологического интереса в природных оазисах. Семьи бобров не только процветали, но и манили к себе новую жизнь.
Но даже при нарастающем волнении эксперты сохраняли сдержанность. Они знали, что предстоящая работа требует тщательного документирования и проверки. Бобры иногда покидают разрушенные плотины. Водоемы могут быстро испаряться под солнцем пустыни. Интродуцированные виды могут нарушить местное равновесие. Тем не менее, в данном случае многие из первых плотин казались прочными, укрепленными свежими ветками, укоренившимися в руслах и восстановленными после сильных дождей. Скорость восстановления и качество создаваемой среды обитания – вот что нас потрясло, говорит координатор проекта Мигель Торрес. Если повезет, мы ожидали увидеть небольшие участки, но вместо этого получили скопление прудов на 5 отдельных водостоках. В том же месяце камеры наблюдения за дикой природой, установленные рядом с прудами, начали фиксировать активность. Лягушки, которые когда-то считались вымершими в этом районе, вернулись и стали кричать в сумерках. Чего они не ожидали, что их по-настоящему поразило, так это того, как быстро пустыня снова стала казаться живой. Через несколько недель после образования первых прудов начали появляться птицы. Не только местные пустынные виды, но и водоплавающие. Цапли были замечены неподвижно стоящими у краев недавно образовавшихся водоемов. Утки кружили и приземлялись в местах, где несколько месяцев назад не было даже струйки воды. Никто не предполагал, что бобры, просто делая то, что они всегда делали, строя плотины и замедляя течение воды, станут идеальными местами для остановки мигрирующих птиц. Затем появились млекопитающие. Биологи, установившие камеры, чувствительные к движению, были поражены, обнаружив на кадрах пустынных лис, крыс-кенгуру и даже рысей-гусей, часто посещающих бобровые пруды. Эти животные не просто проходили мимо. Они останавливались, пили воду, охотились и гнездились неподалеку. В одном случае группа полевых исследователей обнаружила норы всего в нескольких метрах от действующей плотины, окруженные свежими следами. Создавалось впечатление, что пустыня незаметно превратилась в убежище. Даже земноводные вернулись. В районах, где лужи оставались дольше нескольких недель, начали появляться лягушки. Возвращение лягушек было особенно значительным. Они очень чувствительны к изменениям окружающей среды и не будут откладывать яйца в неустойчивую или грязную воду. Тот факт, что они так быстро вернулись, говорит о том, что пруды, построенные бобрами, были не просто влажными, они были чистыми, защищенными и функциональными экосистемами. Эксперты наблюдали за развитием событий с осторожным изумлением. Интервью с экологами на местах выявили повторяющиеся мнения. Они не ожидали, что природа отреагирует так быстро и так основательно. Один из исследователей дикой природы заметил, что Земля словно ждала этого шанса, чтобы снова вздохнуть полной грудью. Возможно, самым удивительным изменением были не сами животные, а то, как они взаимодействовали с окружающим пространством. Птицы гнездились на близлежащих деревьях, которые стали гуще и зеленее благодаря повышению влажности почвы. Хищники обустраивали территории вокруг этих пышных мест, зная, что добыча будет в изобилии. А насекомые, которых часто упускали из виду, резко увеличились в количестве и разнообразии, питаясь рыбой, лягушками и птицами в новой пищевой сети, которая, казалось, появилась из ниоткуда. Это не было единичным случаем. Каждое возвращение приводило к появлению других. Вместе с водой появились растения, вместе с растениями появились насекомые, вместе с насекомыми появились птицы и млекопитающие. И все это зависело от бобров, которые продолжали неустанно трудиться днем и ночью, укрепляя свои плотины и оставляя свои водные следы на поверхности пустыни. Один пустынный рейнджер, проработавший долгое время в пустыне, подытожил это лучше всего. «Раньше я приходил сюда и не слышал ничего, кроме ветра.
Теперь иногда по утрам здесь слышно, как на болотах. Здесь все живое. Эксперты поняли, что экосистемам не всегда нужны десятилетия для восстановления. Иногда все, что им нужно, это ключевой вид и пространство, чтобы делать то, что у него получается лучше всего. В данном случае этим ключевым видом был бобр, и в результате получилась пустыня, которая больше не выглядела и не звучала как пустыня вообще. И люди стали воспринимать бобра не просто как странного грызуна, а как своего рода архитектора пустыни. Конечно, проблемы оставались. Бобры не всегда строят там, где этого хотят люди. Некоторых из них пришлось переселять, когда они затопили дороги или тропинки на фермах. Но даже критики были поражены масштабом и скоростью изменений. Как сказал один гидролог, это уже не просто эксперимент, это план действий. Всего за несколько лет тысячи бобров незаметно изменили ландшафт и тем самым изменили представление людей об охране природы. Речь шла уже не просто о защите природы, речь шла о партнерстве с ней. Ученые были шокированы и встревожены. Первые результаты реинтродукции бобров были слишком хороши, чтобы быть правдой. Повышение уровня грунтовых вод, возвращение пышной растительности на бесплодные земли и тихое возрождение целых экосистем. Заголовки газет и СМИ начали повторять одну и ту же фразу: «Ученые в шоке». Так оно и было, но это было не просто волнение. За энтузиазмом скрывалась осторожность, которую многие зрители и читатели не заметили, потому что пока бобры преображали ландшафт, эксперты начали задавать более сложный вопрос: что произойдет, если природа будет двигаться слишком быстро? В интервью и отчетах с мест биологи и экологи признались, что не ожидали таких масштабов и скорости изменений. То, что начиналось как небольшой проект по восстановлению дикой природы, в рамках которого всего несколько сотен бобров были выпущены в нескольких речных коридорах, теперь распространилось на тысячи акров. Спутниковые снимки показали наличие воды там, где ее не было десятилетиями, но не со всеми результатами было легко справиться. Одной из первых проблем была перенаселенность. Бобры – плодовитые строители, и как только семья строит плотину в подходящем месте, их популяция, как правило, быстро растет. В условиях пустыни с ограниченным контролем это может привести к конкуренции между семьями, нарушению естественного стока воды или наводнениям в неподготовленных для этого районах. Еще большую тревогу вызывает проблема утечки воды. Бобры по своей природе изменяют водные пути. Именно это делает их столь эффективными при восстановлении ландшафта. Но некоторые гидрологи отметили, что в особенно засушливые сезоны эти отводы могут перенаправлять драгоценную воду из населенных пунктов или сельскохозяйственных угодий вниз по течению. Если не управлять ими должным образом, это может привести к тому, что один район будет процветать за счет другого. Некоторые ученые обеспокоены изменениями химического состава воды. С быстрым образованием новых прудов и водно-болотных угодий микробиологический баланс в почве и воде изменился. Можно ли управлять чем-то настолько естественным, не подвергаясь контролю? Могут ли люди научиться жить бок о бок с экосистемой, которая перестраивает себя на своих собственных условиях? Системы. Между учеными и политиками возникла еще одна неожиданная напряженность. Одни хотели немедленно расширить масштабы проекта, в то время как другие призывали к сдержанности. У экосистем не бывает второго шанса, предупредил один гидролог. Если вы ошибетесь, то можете все испортить. Однако неизменным оставалось чувство благоговения. Даже самые скептически настроенные исследователи признались, что они не ожидали, насколько быстро горстка грызунов может изменить весь ландшафт. И хотя оставались вопросы о масштабах, балансе и будущих последствиях, нельзя было отрицать, что происходит нечто экстраординарное. Что будет дальше?
Бобры не просто строили плотины, они привнесли в ландшафт новый вопрос. Что теперь? Благодаря возрождению ручьев, росту местных трав и возвращению видов в количествах, которых никто не ожидал, проект, который когда-то вызывал удивление, теперь открывает новые возможности. И ученые, и землеустроители, и члены сообщества – все они задаются вопросом, что будет дальше? Первым шагом является мониторинг. Вы не сможете извлечь уроки из чуда, если не измерите его. Команды использовали беспилотники, спутниковые датчики и наземные трекеры для изучения уровня воды, колебаний температуры, биоразнообразия растений и особенностей миграции животных. Результаты пока ошеломляют. В некоторых районах сейчас содержится в 10 раз больше поверхностных вод, чем всего 10 лет назад. Растительность, ранее считавшаяся безвозвратно утраченной, проросла по краям плотин. Целые водно-болотные угодья вернулись, воссозданные не людьми, а инстинктами вида, некогда покинувшего эти места. Но это только часть картины. Одна из важнейших задач сейчас, понимаешь, понять, насколько устойчивы эти преобразования на самом деле. Надолго ли хватит воды? Или одна продолжительная засуха может разрушить всю систему? Вот почему экологическое здоровье отслеживается с течением времени, сезон за сезоном, а в некоторых районах день за днем. Дело не только в том, что построили бобры. Речь идет о том, может ли система поддерживать себя даже без прямого вмешательства человека. Мы не утверждаем, что бобров следует сбрасывать в каждый сухой каньон, сказал один из исследователей Юго-Западной инициативы по восстановлению дикой природы. Но в нужном месте и в нужных условиях их воздействие поразительно. Более серьезная проблема может быть не экологической. Она может быть политической. Некоторые заинтересованные стороны сохраняют осторожность. Права на воду на Западе являются сложными. Включение бобров в это уравнение означает изменение способа подачи воды, того, кто и когда ее получает. Это создает условия для переговоров и дебатов, которые выходят далеко за рамки биологии. Технология. Несмотря на это, большинство сторон сходятся в одном. Этот проект изменил ход обсуждения. До недавнего времени реставрация считалась дорогостоящей и медленной, требующей тяжелой техники и постоянного управления со стороны человека. Но бобры не следовали никакому генеральному плану. Они следовали инстинкту. И этот инстинкт, неизменный на протяжении миллионов лет, оказался более действенным, чем большинство проектов по восстановлению, финансируемых за счет многомиллионных грантов. В конечном счете, это был не просто умный эксперимент. Это был момент переосмысления. Мы часто думаем о природе как о чем-то сломанном, что мы должны починить. Но в данном случае природа исправилась сама с небольшой помощью. Да, бобры были завезены людьми, но они сделали все остальное. И при этом они напомнили экспертам об истине, о которой многие забыли. Восстановление не всегда связано с контролем. Иногда это значит позволить нужным силам делать то, для чего они всегда предназначались. В наши дни бобры все еще строят, ученые все еще наблюдают за ними, и пустыня, которая когда-то считалась заброшенной, снова начинает оживать. Могут ли бобры стать секретом восстановления пустынь по всему миру? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях ниже.